На одной из московских спортивных площадок во время проведения юношеского чемпионата по футболу мигранты, угрожая расправой, решили изгнать юных футболистов, чтобы сыграть свою игру. Однако, благодаря вмешательству общественников и полиции, на этот раз перевоспитание юных москвичей не состоялось. Разберем подробности в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Место действия – Восточный административный округ Москвы, Измайловский парк. Недавно местные мальчишки создали футбольную лигу и проводят игры первого чемпионата. В турнире участвуют 10 команд, которые играют во второй половине дня после школы. Казалось бы, усилия городских властей по развитию спортивной инфраструктуры и вовлечению молодежи наконец-то дают плоды. Но что-то пошло не так. Каждый день около 5-6 вечера на поле приходят группы крепких бородатых мужчин-мигрантов, выходцев из Средней Азии, и выгоняют юных футболистов. Как это выгоняют? Ведь спорт должен объединять, нужно искать компромиссы. А вот так просто выгоняют. В сеть попал видеоролик одной из таких стычек. Здоровенный мужик, примерно 40 лет, с бритой головой и окладистой бородой, в спортивной одежде идет по краю поля мимо играющих мальчишек. Кто там возмущался? «Скажи, сколько тебе лет?» Обращается он к подростку и кладет тяжелую руку ему на плечо. «Мы пришли сюда раньше», — пытается оправдаться мальчик. «Сколько тебе лет?» — говорю, малой, награждает его чужак улыбкой, похожей на оскал. Вторая рука у него согнута у груди. Любой психолог скажет вам, что такая поза — это готовность к удару, выражение агрессии. Внушительный голос, физический контакт, агрессивная поза — все это давление. «Почему вы меня трогаете?» Не сдается мальчишка. «Не дергайся. Могу и по шее дать. Я по-человечески к тебе подошел. Сколько тебе лет?» Не унимается бородач. Диалог уже приобрел недобрые обороты. Но тут вмешался взрослый, который все это снимал на камеру. «Можете не угрожать детям, пожалуйста. Вы говорите, что можете дать ему по шее. Это угроза, что ли? Телефон себе в одно место засунь, я тебе еще раз говорю», не успокаивается бородач. Тут запись обрывается, видимо, там уже пошли угрозы неприкрытые. Однако на этот раз планы бородачей пошли наперекосяк. Человек, записывавший видео, обратился за поддержкой в объединение «Северный человек». Квалифицированные юристы помогли оформить заявление в полицию. Уже на следующий день активисты вместе с правоохранительными органами прибыли на место для задержания бородатых спортсменов. Сотрудники полиции провели рейд на футбольном поле в Измайловском парке и задержали дерзких мигрантов, которые угрожали детям. После проверки документов у приезжих футболистов 3 из них были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России и будут выдворены из страны. Примечательно, что тот самый агрессивный бородач утверждал, что он сам сотрудник комитета, оказывал сопротивление при исполнении обязанностей полицейскими и был в результате задержан. Остальных доставили в участок, выявили 3 нелегалов, которым грозит депортация и запрет на въезд в страну. А с остальными провели разъяснительную беседу, дав понять, что в следующий раз простым задержанием не обойдется. Наши русские дети теперь смогут спокойно играть в футбол, сообщают активисты и выражают благодарность московской полиции за оперативные действия. На этот раз все закончилось хорошо, злодеев прогнали, а юношеский чемпионат может продолжаться. Вот как это комментируют люди в социальных сетях. Пацан в зеленой футболке красавчик не испугался бородача исполина с улыбкой акулы. Полез с угрозами к ребенку, трусливый шакал, возмущается Александр. Конечно, у ребят должен быть взрослый, который приглядывал бы за детьми. Но мальчишки молодцы, постояли за себя, так держать, пишет Валентина. Они везде. У нас в Марьино в парке у реки постоянно играют. Даже форма у каждой из команд своя, исключительно на своем общаются и никаких местных россиян. Здоровые половозрелые мужики, которые приехали типа усердно работать, не покладая рук. Но сил столько, что каждый день могут носиться, как угорелые по полю. А нам еще говорят, что они тут здоровье прямо-таки теряют, возмущается Ольга. У нас в ЮВАУ все спортивные площадки занимают мигранты, мат сплошной, крики звериные. Если бы администрация была нормальной, давно могли разобраться и освободить детишек, да и всех остальных от нашествия приезжих, комментирует Ирина. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!